Сегодня попытаюсь заточить ножи к электробритве. В последнее время бритва стала плоховато брить. На одном месте приходится очень долго водить, и все равно бритье не такое, как было в начале в новой бритве. В начале у меня была идея купить новые ножи на Вайлдберри, но затем подумал, что у нас полно умельцев, и глянул в интернете, какие способы используются для заточки ножей. Я выбрал два более-менее подходящих. В обоих случаях используется полировочная паста. Для начала надо подготовить рабочее место. Мне понадобится ровная поверхность. Для этих целей хорошо подойдет чистое стекло. В качестве полироли чаще всего рекомендуют самую распространенную пасту Гои. У меня после полировки машины осталась полировочная паста Манол с зернистостью 48 и 35 нанометров. И хоть она немного высохла, я думаю, что с моей задачей она справится. Оказывается, восстановление ножей – это хорошая причина для капитальной чистки бритвы. Разбираю машинку и снимаю ножи. Предварительно я хочу хорошенько помыть ножи бритвы. Для этого поворачиваю фиксатор против стрелочек, которые нанесены на решетку, и снимаю ее. Стараюсь разбирать так, чтобы понятно было, какие ножи стояли в какой сеточке, чтобы не перепутать их местами. Думаю, что они уже приработались к своим сеточкам. И если ножи поменять местами, то они перестанут эффективно работать. Всю вот эту грязь придется мне вымыть. Для этого я взял моющее средство, добавил к нему воды и сейчас буду по одной группе мыть. Хорошенько закрыв крышку, я промываю ножи от мусора. Таким образом я поступаю со всеми деталями. Процедура весьма пенная и мокрая, поэтому приготовьте салфетки или тряпочки. Теперь наношу смазку на поверхность стекла и круговыми движениями против хода ножей слегка начинаю шлифовать. Сильно стараюсь не нажимать. Так как паста высохла, я ее немного смачиваю моющей водой, в которой полоскал ножи. Эту операцию я выполняю около минуты. Для заточки других ножей я использую второй способ. Прямо в сеточку я закладываю шлифовальную пасту. После заполнения сеточек устанавливаю ножи сверху, закрепляю фиксатор и присоединяю все на рукоятку бритвы. Теперь запускаю бритву и даю ей проработать около 15 секунд. Готово. Сейчас стоит задача вымыть смазку. Если у бритвы есть функция влажного бритья, то можно ее работающую окунуть в наш моющий раствор. Кроме промывки, ножи еще и дополнительно немного пошлифуются. После заточки хорошенько промываем бритву под напором горячей воды.
Добавляю туда мыло, чтобы наверняка выполоскать шлифовальную пасту. Надо тщательно промыть бритву, потому что если частички пасты останутся, они будут оказывать раздражающее действие на коже лица. Промокаю бритву салфеткой, можно ее продуть от капелек воды. И капаю на ножи по пару капель смазки, которую купил на Wildberries. Ну, теперь заключительный тест. Я специально не брился 2 дня, чтобы проверить, как работают ножи после заточки. И результат меня порадовал. Кажется, что она не брила так хорошо, даже когда была новой. После бритья хорошенько обработайте кожу, так как ножи очень острые и кожа еще не привыкла к ним. На лице может быть раздражение. Подписывайтесь на канал. Еще я сюда решил добавить заточку одноразового станка. Как-то мне хотелось раньше попробовать точить одноразовые станки, но все руки не доходили. И вот теперь выдался удобный момент. Я нашел какой-то старый станок и для проверки решил немного им аккуратно побриться на сухую. Конечно, ужасно. На салфетку нанес немного шлифовальной пасты и начал водить станком. Через какое-то время мне показалось, что ножи плохо соприкасаются с салфеткой, и я нашел старый кусок войлока. Особенно я не считал, но где-то около 100 движений совершил. После заточки опять же тщательно смываю полировочную пасту. Станок бреет значительно мягче. Учитывая, что я делаю это на сухую, думаю, что результат можно считать положительным. Блин. Трохи цепляет, но намного лучше. Мне кажется, если заточку произвести более скрупулезно и дольше по времени, то эффект будет более явный. Но вообще, мне кажется, это ерундой, проще купить новое. Этот способ подойдет в том случае, если побриться нечем, а под руками есть старый станок, ну и полировочная паста. Подписывайтесь на канал.